Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у нас будет вот такой вот крокодил. Крокодил, New Benny фирма. Вот такой вот, друзья, зубастый крокодил. Значит, крокодил это что? Кусторез. Появилась такая необходимость в такой штуковине, так как вот этот маленький ручной кусторез, один из кустов моих, который я хотел им вам показать, подрезать, но супруга уже влезла и подрезала, поэтому я не знаю, как я буду его показывать. В принципе, на том кусте чуть-чуть посмотрим, наверное, да и все, что это за зверюга и стоит ли он вот своего внимания. В комплекте приехало, все приехало в картонной коробке в такой длинной. И в комплекте вот такая вот пара перчаточек приехала. Вот такое вот, друзья, зарядное устройство. Совершенно легенькое, штырькового типа. С заявлением в 2 ампера. Ну, конечно, наверное, вряд ли там 2 ампера этих будет. Собственно говоря, инструкции какие-то. Какая-то вот бумаженция. Кому интересно, смотрите. Сама инструкция тоже такая малышка. Но везде на всех бумажках все сугубо на английском языке. Но благо, что это именно вот к этой вот штуковине инструкция. Ну и здесь я уже перевел неисправности, что, куда и как смотреть. Два аккумулятора по 4 ампер-часа, как было заявлено. На самих аккумуляторах, видите, никакой информации, сколько здесь емкость, нету. Все приехали полностью заряжены. Вот, значит, посадка а-ля Makita. Может заряжаться как зарядками салазкового типа, так, собственно говоря, и родной зарядочкой. Вот этой вот штырькового типа, я думаю, вы все понимаете и знаете. Отдай! Конечно же, конечно, я разобрал один, друзья, аккумулятор, но обзор на него делать не будем. И смотрите, что внутри я обнаружил. Но перед этим взвесим эту всю технику, чтобы нам все это дело продолжать уже и не забыть о взвешивании. Значит, сам крокодил взвешиваю. Вот как-то так. 2 килограмма 204 грамма. Без аккумулятора. С аккумулятором уже ставить, друзья, не буду. Так как это не особо удобно. Сами аккумуляторы. Вот он разобранный. Ну, за минусом винтиков. Там винтиков 4 винта. Ну, 3 грамма, наверное. 559 грамм будем считать, да? Вот. А этот полностью в сборе. Давайте смотреть. О, да, 559 грамм. Видите, как я все дело-то высчитал. Вот, ну и что ж, давайте вскрываю, показываю вам данный аккумулятор. Ух ты, аккумулятор. Вот, пластик. Ну, вроде бы неплохой пластик, ничего сказать не могу. Опять же, надо поработать, посмотреть. Вот такая вот внутри у него начинка. Все на проводках, обрубок платы, два мосфета и как бы вот это, да. Так, пружинка, вот про что я говорил, видите, могла скатиться на плату. Плата ничем не залита, ничем не защищена, от слова совсем. Так, контактики давайте посмотрим. Люди спрашивают, просят. Контакты, друзья, магнитятся. Что эти, что эти. То есть, что-то дело магнитное. И давайте достаем. Опять же, видите, такое дно вплавлено. Это не резина, это просто пластик другого цвета. Опять же, индикатор, собственно говоря, зарядки. И как мы видим, термометра здесь, датчика температуры никакого нет. Следовательно, защиты по температуре опять же нет. Вот давайте я предварительно все это дело покажу. Но не хочется мне на него обзор делать. То есть вот колечек нету картонных. Припаяно, приварено, вернее, все вроде бы так более-менее нормально. Вот, но самый прикол в том, что смотрим. Бах! Элементы CJ какие-то, мы все их знаем, да. Но они написано, что у нас 18650 3000 мАч. Итого вместо 4 ампер-часов мы получаем 6 ампер-часов. Но это, конечно же, якобы. Опять же, не тестировал, не знаю, друзья. Вот такой вот прикол бывает, случается с такой, собственно говоря, техникой, да. Ну, а мы с вами поедем уже дальше по инструменту. Вот, значит, что у нас по инструменту? Имеется вот такой вот защитный кожух на всю длину этого вот крокодила. Кожух довольно неплохой, я думаю. Что это сгорит, а кожух будет ходить. Вот, ну и, собственно говоря, вот такой вот крокодил. Что мы здесь имеем? Алюминиевую направляющую. И имеем 2 слоя таких вот резцов. То есть верхняя пластина и нижняя пластина. Вот, полукруглые кончики, то есть чтобы захватывало наши
веточки. Опять же, все скручено, видите, к шине винтами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 винтов с проставками, дабы все эти пластинки относительно друг друга ходили легко и просто. Ну и вот так все это дело у нас как бы выглядит. Вот, по заявлению, эта вот шина, сама рабочая, должна быть 51 сантиметр. Ну, давайте мы с вами это и промеряем. Хотя сам конец порядка 5 сантиметров, видите, он уже как бы в работе участвовать не будет. Но заявлено 51. Давайте мы все это дело и проверим. Хоп. Так, до сюда, до этой части корпуса 52, а вот до защиты как раз таки получается 51 сантиметр. То есть все как заявлено. Значит, на тот момент, друзья, в характеристиках абсолютно ничего про эту машинку не было, кроме одной характеристики. Ну, это меня немножко вызвало смех, конечно. Вот, заявлено 2 киловатта. Заявлено было, друзья, 2 киловатта. Очень, конечно, меня терзают смутные сомнения. Да, не показал я еще, в комплекте были вот такой вот футлярчик и с такими вот защитными очками. Вот такие очки, они, конечно, дешманские. И в свое время на Алиэкспресс они что-то порядка 70 там, центов стоили. Я их брал пачками. То есть, почему брал пачками? Потому что здесь регулируются дужки. И, собственно говоря, 2-3 царапины там, если получается. Либо они там приходят в негодность. Их просто... О, ты смотри, что еще нашел. И отверточка в комплекте. Переворотная? Не, просто отвертка. Значит, здесь винты у нас, походу, будут под крест. Да, пожалуйста, сразу отвертка, сразу разбирай и ремонтируй. Ну, посмотрим, что там-то как. Вот, поэтому очки не жалко выбросить. Взял вторые и отлично. Вот такие очечки я, в принципе, могу смело рекомендовать. Ну, опять же, каждому свое. Кто-то любит дорогие очки, и потом за них, знаешь, трясись, не брось, не положи, там, береги, ну его в баню. Вот такие дешман купил, 2-3 раза одел, там, выбросил, затерлись и на этом все, взял новое. Ладно, речь не про очки, значит речь про нашего крокодайла. Ну и вот такой вот как бы дизайн и вот такая, друзья, сборка. Вот этот вот вся чернота, это у нас, да, это у нас все резиновое. Собрано, в принципе, как бы, как сами видите, достойно и аккуратно. Опять же, шов виден, но он абсолютно рукой не чувствуется. То есть по сборке, если из 10 я бы поставил, наверное, такую крепкую 8. Вот, так как тут какие-то непонятки. Здесь, хотя, вот видите, все встык. Здесь, опять же, есть какой-то зазор. Здесь что-то тоже не особо встык. Ну, в принципе, отличный инструмент, в принципе. Руками берешь, ничего не мешает. И смело, пожалуйста, работай. При условии, если будет работать. Так, что мы дальше сделаем? Дальше я хочу подключить все это дело и показать вам, как оно должно работать. Есть такое дело. Аккумулятор подключили. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем рукоятку, которая управляет внутренним микропереключателем и который, собственно говоря, у нас как-то должен все это дело не то включать, не то выключать. Так, аккуратно не порезать ничего. И имеем вот такую кнопку включения с блокировочкой. Блокируем ее намертво и по ходу сейчас мы будем управлять уже вот этой вот штуковиной. Ну, смотрим. Внимание. Ага. Она не работает. Почему она не работает? А если наоборот, если мы нажмем здесь и потом нажмем кнопку. О! Короче, сразу нажимаем здесь, потом нажимаем кнопку. Можем ее заблокировать. И повторно уже не включишь. То есть, ага, не включишь. И? Она ж была включилась-то, ё-моё. Вот чья защита непонятная. Кнопка у нас включена. Давай еще разок. Так, нажимаем здесь, блокируем. Отпустил. Не, больше не срабатывает. Либо мне показалось, что оно сработало, либо я не знаю. Но раз не срабатывает, значит защита работает суперски. И все это дело, походу, контролирует как-то встроенный контроллер. Непонятно, как это все дело работает. Раз. Раз. Не понял. Раз. Раз. Ага. А если так? Раз. Раз. Не работает.
Непонятно, как все это дело работает, но, по крайней мере, защита работает. Так, ну что ж, всем интересно, что там да как внутри. Поэтому снимаем аккумулятор для безопасности. Снимаем аккумулятор для безопасности и, собственно говоря, наверное, будем разбирать. Да, хотел я вам продемонстрировать толщину металла. И давайте мы все это дело посмотрим. Так, у нас нолики. И смотрим толщину. 1,64. Короче, 1,5 миллиметра, походу, получается у нас лезвие. Что одно, что, собственно говоря... Нет, 1,8, это что-то уже не то. Опять же штанген. 1,7. Давай второй зуб. Да, 1,5 миллиметра, как ни крути. Сталь 1,5 миллиметра, толстенькая, это неплохо. Заточка, вижу, тоже классная такая. Очень-очень все дело острое. И посему теперь уже разбираем и смотрим. Сразу в планах открутить вот этот вот нижний башмак и посмотреть на привод. Ну что ж, раскрутил все винты, вскрываем крышку. И смотрим. Во, смотри, сколько навалили смазки. Смазки здесь огромнейшее количество. Значит, что у нас втулка-подшипник? Нет, втулка раз, втулка, друзья, 2. И штифт. И для чего штифт, непонятно. Смотрим. Значит, это втулка поддержка этой штуковины. Это втулка шестерня, а штифт непонятно. Штифт стоит напротив вала двигателя. И, видимо, для того, чтобы с движка не упала шестеренка. Видимо, она там не напрессована, а просто как-то одета на шлиц. Ну, мое мнение такое. Иначе зачем здесь штифт напротив шестеренки ротора двигателя? Хочется мне сильно-сильно включить и посмотреть, и вам показать, как это все работает. Хотя это, в принципе, как бы понятно, стоит эксцентрик, и все это у нас крутит-вертит. Вот. Но включить в таком положении не могу, так как, видите, все шестеренки вот эти вот у нас болтаются, и возможен закус и слом какого-то зуба. Прикручена направляющая двумя винтами через, конечно же, проставочки, чтобы у нас лезвия были независимо и не зажато. Ну и как бы здесь все. Так, друзья, значит, закрываю, наверное, крышечку эту и полезем уже в корпус. Посмотрим, что там за движок, что там за контроллер и что там вообще это все дело собой представляет. Итак, пока закрутил вот этот вот башмак нижний и открутил рукоятку. Рукоятка у нас снимается просто вверх. Вот такими кубиками она вставляется, собственно говоря, сюда. Что здесь, что, друзья, здесь. И этот кубик просто поворачивает, там какой-то по ходу кулачок и нажимает наш концевичок, микропереключатель. Вот, значит, в рукоятке пружинки. И вот в принципе, так это все сделано. Просто надежно и аккуратно. Пока это видится так. Ну, и сейчас разбираю основной корпус. Смотрим, что за движок, что за контроллер, что за остальное, да? Раскрутил все винты. Некоторые даже остались здесь. Вскрываем, смотрим. Так, или не все-таки. О, все. Так, винтики я высыплю. При откручивании винтов высыпался вот такой вот пластик. Я сразу подумал, что качество пластика фиговое. Но теперь вижу, что качество пластика здесь довольно-таки, друзья, неплохое. И вот, нарвался на то, чего боялся. Короче, друзья, внутри у нас ни контроллера, нифига, и стоит простые щетки установлены. Ну вот как-то этого я не ожидал. Но опять же, в характеристиках на тот момент нифига не было указано, не было ни одного отзыва, ничего. Да, немножко я, так сказать, подрастроился. Ну да ладно. Ладно, и так сойдет. Вот этот вот привод, который я говорил, видите, на микрик от рукоятки. Вот рукоятку повернули, и микрик у нас нажался. Думаю, с этим понятно. Так, давайте смотреть схему. Как оно так работает, что не пускает. Минус у нас идет через данную кнопку на мотор прямо.
Плюс у нас идет через эту кнопку на мотор прямо. И непонятно, как устроено, что когда мы включим минус, тогда мы не можем включить, собственно говоря, микриком плюс. А только когда мы включим микрик, тогда только можем включить кнопкой. Фигня какая-то. От переменной мест слагаемых сумма-то не меняется. Ну да. С башмака контактного, кстати, вот такой башмачок с довольно неплохой пайкой. Минус идет на кнопку. С кнопки идет на движок. Плюс идет на микрик, с микрика на движок. Так тогда какая разница, что когда первым нажать? Вот я не могу въехать. Схема, смотрите сами, абсолютно простая. Но как так работает, что при блокировке кнопки и нажатии на микрик у нас нифига не работает? Ну вот я не могу понять. Ладно, это все опускаем. Это все непонятно. Просто, но непонятно, да? Вот. Ну и, собственно говоря, так, как мне снять этот корпус? Опа, есть такое дело. Вот, и смотрим на движок. Что за движок? Опять же, абсолютно непонятно. Похож на какой-то там 550. Нет, друзья, от слова совсем никакой информации на двигателе. Вот, вы сами видели, он там двумя винтами снутри прикручен. Я уже это разбирать не буду. Думаю, тут и так все всем понятно, что да как и из чего состоит. Ну вот подрастроился я, конечно, что здесь щетки стоят без всякой защиты. А раз тут нету, друзья, защиты на двигатель, да, я не думаю, что где-то внутри в движке там что-то будет устроено. Какая-то плата защиты. Нифига там нету, там щетки и как бы все. И крыльчаточка с ротором. То есть защиты никакой нет. А следовательно, если у нас сюда попадет какая-то там бах толстая веточка, да, в ножи, и не сможет прокусить это все дело, то у нас все заклинит, движок, собственно говоря, остановится и тупо будет с него идти дым. Ну, по-другому я как бы не вижу. Поэтому вот опять же я как бы немножко подрастроился. Ну да ладно, деньги были небольшие, поэтому вот бывают такие. Хотя и нужна эта штука не каждый день. Опять же, у меня подрастают кустики самшита, вот, а эта штука мне надо на сей момент, чтобы подрезать один куст, который, пока она пришла, супруга влезла и подрезала. Поэтому я не знаю, как вам и где показать. Пойдем какую-то веточку на этом вот кусте моем срежем, да, и на этом, наверное, будет весь такой вот обзор, потому что я как бы немножко тоже подрастроился. Все, поехали, собираю. Народ, собрал я эту чудо-машину, и что-то я вам там в обзоре не так показал, видимо, как-то она срабатывала неправильно. Короче, фокус в чем? Вот, смотрите, как я говорил по схеме, все-то просто, и должно быть без разницы, что первое нажать и что второе. Поэтому вот, блокирую кнопку. Оп, блокирую кнопку и уже запускаю этим. Отпускаю кнопку, нажимаю это и включаю кнопкой. Поэтому без разницы, что первое нажмем. Все, идем, что-нибудь там резанем чуть-чуть. Будем с вами пробовать вот этого вот крокодила. Значит, первым делом снимаем чехол. И вторым делом берем смазку. У меня тут какая-то многоцелевая. И давайте, наверное, перевернем, промазываем все это дело тщательным образом. О! Ну и вот такой вот кустик. Супруга его уже оберечила тут. Так, не по-детски. Давайте попробуем, что у нас получится. Погнали! Да, вот толстые ветки сухие, видите, под низом уже, но не хотит брать. Буквально чуть-чуть для эксперимента, потому что пользоваться тоже надо уметь. Остриет, мама, не горюй, даже вот такие толстенькие, видите, ветви. Потом я, наверное, поднесу ближе, покажу.
Во, какой-то культурный кружок получился. Значит, тут у нас такой цимбур, видите, его надо секатором делать. Но этот краешек мы еще обрежем. Во, я думаю, друзья, для эксперимента, в принципе, достаточно, да? Вот такой вот культурный круг получился. С под низу надо всю эту сухую хрень, конечно же, убирать. Ну, а сегодня был вот такой вот крокодил. То есть в хозяйстве полезная штука. И работает, в принципе, хоть и движок щеточный. Так что вот как-то так. Ну и сейчас, как обещал, покажу, какую сухую ветку он срезал. Покажу сверху. Вот получилось так. Куст заросший. Вот. Ну и вот такие вот, видите, даже такой вот цимбурик. Примерно сантиметр диаметром, он его щелкнул. Вот эту вещь, всю эту сушь надо, конечно же, с под низу убирать. Все, ребята, в принципе, не знаю, рекомендую пока, наверное. Хоть и щетки, но работает. Время покажет. Короче, народ, по скрипту. После съемки основного видео влезли мы с супругой в данный кустик. Отлично. Оберечили его по самое не балуй. Вот получился такой вот бонсай а-ля Япония. Вот нагреб я столько вот иголок. Вот такую кучищу обрезали веток, и сухих, и немножко не сухих. Тут тоже куча этих иголочек, граблей. Ну вот отсюда видон. Значит, деревце пускай обрастает, красивеет, а так оно душило само себя. Ну и были использованы следующие инструменты. Конечно же, крокодил, конечно же, пила, секатор, лопатка подкапала там корни немножко и веничек. Вот, народ. Так что получился опять же такой вот а-ля Япония бонсай. Все, теперь уже всем пока. Нет, нет, нет. Нельзя так много работать. Нельзя. Мы не лошади.